disappear. All the lines have led to this. Every moment, every wish, now it's here. It won't delay. It becomes us anyway. It's above us, closing it, spreading through everything. No one left outside of it. Oh. Всем привет, всем привет. Меня слышно? Если слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Всем добрый день. Так, давайте тогда начнем потихонечку. Итак, слышимость хорошая, все нормально слышно. Так, прежде чем начать, хочу еще раз посмотреть наш рекап в прошлой неделе, где мы делали с вами прогноз на эту текущую неделю. Какие ожидания у нас были. Еще раз предлагаю посмотреть и начать именно с этого момента. Так. Каким образом отторговали неделю? Сейчас. Оп. Сделаю погромче, чтобы было нормально слышно. Скорость поставлю на 1,5, чтобы быстрее все это отмотать и посмотреть. Теперь, если делать анализ теперь к следующей неделе, у нас начинается новая неделя, да, то есть новый месяц по квартальной теории. Также, это было последней неделей месяца. Я в прошлом рекапе говорил, что можно ожидать тгиф месяца, но я чуть поторопился тогда. Вот, тгиф был вот именно в этой неделе, вот конец месяца, если вот хай месячного цикла и лоу. Кто, если знает, что такое тгиф профайл по ICT, они меня поймут. Вот. И цена вот достигла сделать даже очень хороший результат для тгифа месячного, потому что цена поднялась до уровня 0,5 месячного диапазона. Это прям вообще шикарно. Обычно вот 0,3-0,4 это диапазон. И цена отсюда обычно разворачивается. Но нет, мы достигли 0,5 уровня. И вот начинается новый месяц, новый PO3 месяца. И сделаем анализ. Так. Что нам можно ожидать теперь на месячном таймфрейме? Вот здесь у нас диапазон BPR, кстати. Вот здесь BPR. Вот это все, это BPR диапазон. Поэтому цена сразу не смогла пробить этот уровень. Окей. Потом вот тут у нас Volume Imbalance. VI. Это тоже сильный магнитный уровень. Плюс мы имеем здесь rejection блок месячного цикла. Да. Нижний rejection блок мы уже протестировали. Вот. Если разделить его на квадранты, вот. Вот как раз его эффект. Да? Вот так если сделать.
вот, коснулись вот этого уровня, и отсюда цена пошла в лонги. Это месячный цикл. Если перейдем на трехнедельном, что мы имеем? Мы снова вот и на трехнедельном имеем этот rejection блок, который является магнитом. Плюс здесь у нас месячный volume imbalance, разрыв объема. Затем это недельный таймфрейм. На недельном мы здесь забрали sell side предыдущей недели и закрылись внутри вот этой недельной свечи. Все предпосылки есть, что цена еще пойдет выше. Теперь трехнедельный таймфрейм. Трехдневной. Это мы отключим. На трехдневном таймфрейме мы здесь получили SMT-дивергенцию, которая и дало начало вот этому шартовому движению. На дневном таймфрейме. На дневке, смотрите. Так. На дневке мы вот спустились на дневной имбаланс FG. Здесь получили реакцию и двинулись в buy side. Но мы не обновили. Если смотреть уже это с точки зрения RL и RL, вот тут у нас был RL. Теперь должен быть RL, то есть мы должны снять внешнюю ликвидность какую-то. И у нас вот первые таргеты вот эти равные хаи, где можно ждать RL, то есть External Range ликвидность. К тому же эта ликвидность находится внутри вот этого rejection блока от дневного таймфрейма. Но перед этим движением у нас есть вот этот rejection блок длинный, который цена должна сбалансировать. Вот. Либо 0.5, либо 0.25 уровень. Отсюда цена должна развернуться. Лонг. Если на 4-часовом таймфрейме посмотреть, как раз таки в этом уровне у нас находится вот 4-часовой имбаланс. Вот он. Куда и может цена спуститься и получить отсюда реакцию. Вот на следующей неделе. Байс, в общем, все еще у нас лонговый. Ожидаем вот такую реакцию на начале следующей недели. И надо смотреть, как будет формироваться начало нового месяца. То есть первая неделя, Q1 месяца, как она будет начинаться. Либо с аккумуляции, либо с X. Если X, то мы можем ожидать сильные движения. Вот таким вот образом. У нас здесь полка прям вот ликвидности было нафармлено. Вот эта полка ликвидности, low resistance ликвидность. Нафармлено. И ее должны снять. Вот. В общем, ожидаем продолжения лонгового движения. То есть сценарий, что вот тут вообще можно увидеть, будто вот здесь была явная аккумуляция, да? Затем это движение было манипуляцией, и сейчас цена может находиться уже в фазе дистрибуции. Все будет понятно, когда мы достигнем вот этого диапазона. Отсюда можем дальше пойти вверх, либо развернуться, и можно ждать продолжения шортов. Потому что вот этот диапазон, он еще не полностью сбалансирован. Если посмотреть. Так, на этом моменте можно поставить на паузу. Так, и перейти уже к самому графику. Итак, вот наш график. Здесь началась наша новая неделя. И вот наш... Так... Вот начинается новая неделя. Вот тут я поставлю на daily. Вот эта свеча наша дневная, которая протестировала у нас дневной имбаланс здесь. Это все пока удалю. Спасибо за приятные отзывы. Так, вот здесь у нас был дневной имбаланс. Отметим, что было все понятно. Вот дневной. Цена тестирует этот имбаланс, получает реакцию, и здесь мы закрываемся. Вот тут мы закрываемся, да? И начинается новая неделя. Вы сами сейчас увидели то, что в прогнозе я говорил, то, что цена сначала должна протестировать вот этот диапазон rejection блока. Если спустимся на 4-часовой таймфрейм, то на 4-часовом таймфрейме вот как раз таки цена пришла в диапазон этого 4-часового
имбаланса, вот она. И отсюда развернулось все прям как было сказано в прогнозе. И пришли куда? Ровно вот сюда, к этим таргетам. То есть прогноз от начала движения до конца был спрогнозирован, и он отработал. Те, кто поймали, у кого уже был определен bias, вот по этому прогнозу, они, я думаю, отработали хорошо и получили приятные бонусы в качестве профитов. То есть тут в чем суть, да? Здесь вы видите не просто факт того, что цена куда-то пришла, вы видите, как рынок шаг за шагом реализовал именно тот сценарий, который был разобран заранее. И ключевой момент – это от зон ликвидности до точек реакции. Все отработало в рамках одной логики. И здесь важный момент. Это не история про угадал направление, да? Это история про понимание того, как рынок доставляет цену. Тут важно понять, это не про точное попадание в каждую точку. Это больше про понимание, откуда цена двигается, куда цена двигается и зачем рынок двигается. Когда ты начинаешь видеть это, то внутридневные входы становятся просто следствием, а не догадкой. Именно поэтому появляется возможность работать не только внутри дня, но и с более крупными структурами, такими как недели, месяцы, кварталы. То есть понимание более крупных рыночных движений позволяет фокусироваться на фазах расширения недели, месяца, кварталов. И все это в рамках системы дает возможность брать большие движения с высокими РР. Понимаете? И именно это меняет подход. Ты перестаешь реагировать на рынок и начинаешь работать от сценария. В этом рекапе мы снова будем разбирать все это системно, на практике, где рынок давал возможность и почему эти движения не являются случайными. И самый важный момент, такая работа с рынком доступна не только мне. Вы уже видели примеры моих учеников, которые начинают читать рынок по той же логике, как и я читаю ее. Если вам откликается такой подход, просто изучайте этот разбор внимательно. Это уже даст вам больше понимания, чем большинство хаотичных попыток на рынке. И перед тем, как начать разбор недели, хотел бы обратить ваше внимание на один важный момент. Все сделки, которые вы сегодня увидите, это не только мои входы будут, это будет также работа моих учеников, их анализ, их исполнение и их понимание рынка на протяжении недели. И это важно. Еще важный момент, что еще не так давно они находились ровно там же, где и сейчас находится большинство зрителей, которые смотрят этот рекап. Также смотрели разборы, пытались понять логику движения и задавались вопросом, как можно видеть такие вещи заранее. А сейчас вы уже видите результат обучения и менторшипа через их сделки, их анализ и то, как изменилось их понимание рынка. И на этих сделках вы можете увидеть, как изменился их подход. Да? Допустим, от попыток вначале поймать движение уже пришли к системной торговле, где есть четкое понимание, когда входить, а когда лучше оставаться вне позиции. И то, что раньше казалось сложным и непонятным, сейчас для них это уже все понятно, и это уже часть их ежедневного процесса, как бы часть ежедневной работы, когда они занимаются трейдингом. Поэтому смотрите не просто сделки, а смотрите логику, на структуру, на то, как формируется движение. И давайте перейдем к непосредственно разбору недели самой. Так, начало у нас было вот тут.
опять-таки, что мы делаем каждый раз? Мы должны проанализировать, отметить важные пои на старшем таймфрейме. То есть это дневной и H4, в основном это так бывает. На дневном таймфрейме что мы имеем? Мы имеем вот этот rejection блок, где нам достаточно просто разделить этот диапазон на квадранты. Потом на H4. На H4 у нас есть вот этот имбаланс. И так как у нас есть реакция на дневной, здесь дневной имбаланс, цена отсюда оттолкнулась, это говорит о том, что цена двигается по order flow. И мы должны ожидать реакцию. То есть сначала цена должна отпуститься в эту зону и отсюда получить реакцию в продолжение лонгового движения. Итак, как открылась у нас неделя? Неделя открылась у нас с гэпом, с энвогом. И дальше вот пробили диапазон энвога, получили реакцию здесь. И давайте начнем постепенно разбирать сделки учеников. Так, вот первая сделка. Это сделка Дуэйна. Он поймал это движение. Вот. Здесь он выполнил сразу входы. Тут частично закрылся и оставил часть. Потом вот тут закрылся он. И полное закрытие было вот здесь. Вот когда цена уже достигла, обновила этот максимум, и он здесь уже закрылся. Так, кроме него, это же движение поймала Евгения. Вот ее вход, как раз таки, когда цена открылась с энвогом, азиатская сессия почти здесь еще не началась. Вот, она уже вот выполнила вход. Здесь buy, стоп сюда выставлен, и таргет вот на high этой свечи. Вот ее анализ, как она видела это все движение, куда она таргетировалась. Вот ее структурный полный анализ. И вот отработка всего этого. Вот момент входа. Так, это движение, а это уже Павел. Он здесь работал уже в шортовом направлении. Это тоже мы разберем. Это позже было. Вот. Пока вот это движение. Вот двое из учеников поймали вот это все движение. Вот. Все. Так. На М5. Вот здесь был выполнен вход. Здесь поймали это движение. Довольно-таки неплохой РР получился. Хорошая сделка получилась у ребят. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что вроде бы, да, одинаковые сделки. Вход почти здесь. Смотрите, где был выполнен вход. И здесь тоже, вот тут. Кажется, будто бы один и тот же человек торговал. Почему так происходит? Когда обучается по одной системе торговли, то есть на базе одного менторшипа, у всех получается почти одинаковые сделки и почти одинаковый РР. И все читают рынок одинаково. В этом и преимущество качественного образования. Если у вас есть хороший фундамент, то вы уже читаете рынок без проблем и без напряга. Затем цена пошла в шортовом направлении здесь. Тут логика цены понятна, да? Мы ждали реакцию цены отсюда, и реакция была.
достаточно было, вот здесь уровень цист у нас, достаточно было, чтобы увидеть закрытие над этим уровнем свечи телом. Вот как только было закрытие телом свечи, можно было уже от теста заходить в лонговом направлении. Если посмотреть на М1, так, здесь если взять уровень, прошу прощения, болею чуть-чуть до сих пор, блин, никак этот грипп не пройдет. Итак, здесь, если посмотреть сюда, смотрите, здесь не было нигде, не был сформирован имбаланс. Единственный первый имбаланс был сформирован вот тут. И как раз-таки цена вот от этого имбаланса получает реакцию. То есть отталкивается. Вот. Именно отсюда цена отталкивается и начинается расширение. Вот это и есть идеальная точка входа. Oh, Tamimi, hello brother. I will put 4 languages also tomorrow when it will be available. And you can easily watch this video on English or in Hindu, whatever language. But today it's just only in Russian language, bro. I have to improve my English. Окей, отсюда вот был самый идеальный вход, и как вы видите, иншаллах, брата, иншаллах. И как вы видите, отсюда студенты выполнили вход и поймали неплохое движение. Вот отсюда, если измерить это расстояние, это получается 2000 пунктов, ребята, да, 200 пунктов. Это более чем хорошо. Окей, дальше будем разбирать. Здесь уже сделка Павла. Thank you, brother. You too. It's because of a great impact that I give from T2. His lessons was very strong in my way became a trader. Вы видите в чате, здесь есть вот парень Тамими, он является администратором трейдера T2. Это как бы разворотный момент в моей торговле произошел, когда я начал смотреть, сейчас я покажу, уроки вот этого трейдера. Вот это T2. Благодаря его урокам я начал изучать более понятно трейдинг и понял, что такое слом структуры, как надо работать с имбалансами. Все это благодаря вот этому человеку. Это вот. И этот парень, который сейчас переписывается, общается со мной, Тамими, это является его заместителем, можно сказать, который ведет его Discord-сообщество. А Discord-сообщество, их я сейчас покажу вам, является одним из самых больших трейдинг-сообществ в Дискорде. Вот. Вот их сообщество, здесь количество людей пока здесь что-то невозможно, не могу увидеть, но очень много здесь людей, большое сообщество, и он является здесь вот администратором, модератором, этот парень. Я много чему научился именно у них, на их уроках. Так что, если кто понимает английский, тоже рекомендую посмотреть его уроки здесь, плейлисты. То есть,
как работать с энвогами, эндогами, имбалансами, ордер-блоками, что такое слом структуры на самом деле и как надо это читать в рынке, я научился именно вот у этого трейдера, T2. Продолжим, ребят, тогда. Вот сделка Павла, одного из наших лучших трейдеров. Здесь он зашел в sell позицию, здесь уже в безубыток увел и таргетом выставлял вот NVOG, вот этот уровень. Здесь он прилагает свой анализ, как он читал рынок. Здесь он увидел аккумуляцию, значит, это движение было манипуляционным и заходил в дистрибуцию к этой области, вот 2-2,5. И вот его отработка. Вы видите вот здесь, take profit 10 RR. То есть с позиции, откуда он заходил, вот отсюда в сделку, и куда он выставлял свой стоп, он равен к 10 RR. 10 RR. То есть видите, то, что уже те, кто обучился у меня, эти ребята тоже также делают такие же сделки, как и я, ловят такие же движения, где 5 RR, 10 RR, 6 RR, 2-3 RR для нас это уже вообще ничего не значит. Если торговать, то надо торговать агрессивно и ловить самые смачные, мощные движения, а не просто играть, время терять, там 2 RR, 3 RR. Нет, 2 RR, 3 RR тоже очень хороший результат, если вы это делаете стабильно. Да? Если вы это стабильно делаете, это прям отличный результат. Так, это моя сделка. Вот. Здесь я тоже входил, но цена, не дойдя моего take profit, она развернулась, сделала откатное движение. Тут я опять добавился. Вот. Это мой прогноз, то, что я делал прогноз, и цена как раз-таки так и отработала. Дальше. Это сделка Романа. Вот. К сожалению, здесь не очень видно, но он поймал здесь так, тоже лонговое движение. Вот здесь его этот от MetaTrader отчет. Так, это сделка Дуэйна. Он здесь уже полностью финальный take profit выставил. Вот. Момент входа и момент выхода. Зашел вот здесь и вышел тут. Вот это все движение, дистрибуцию вот, он поймал. Вы сами можете вот видеть то, что это все вполне реально и осуществляемо. Можно ловить эти сделки. И вот моя сделка, которая закрылась в итоге. Цена пришла к моим таргетам, это уже take profit. Тут торговля Сергей, он работал в лондонской сессии уже. И вот как он читал рынок. А это Архан, криптоволк наш. Он работает в основном на битке. И как видите, на битке независимо с каким активом вы работаете, эта система работает во всех рынках. Во всех рынках. Не имеет значения, будь это будет золото, крипта, либо индексы. Чтение алгоритма это везде происходит одинаково. Привет, привет. Привет всем, кто присоединился к нашему обзору. Так, давайте разберем теперь дальше. На М15 перейдем. Посмотрим, как Сергей ловил это движение. Так, вот здесь он, Сергей, выполнил вход. Вот эта сделка. Вот она. Он вот здесь выполняет вход и таргетируется вот, на buy-side ликвидность 3 дней. Но он уже делает анализ по курсу IBDO Lookback.
Но суть в том, что вот здесь была сформирована SMT дивергенция, по-моему, поэтому он решил войти здесь. Так, сейчас. Итак, здесь равный. Да, вот. Здесь была сформирована SMT дивергенция, а тут мы не смогли обновить этот low. Вот. Была SMT дивергенция, и после SMT он ждал чего? Он ждал здесь формирования дисплейсмента, то есть смещение. Как только вот это было displacement, это движение, внутри дисплейсмента у нас вот сформировался имбаланс, и от теста имбаланса выполнил вход. И если теперь посмотрим, как цена отреагировала на этот имбаланс. Так, вот. Разделяю диапазон на квадранты, и вот опять повторяется то же самое. Все алгоритмические сигнатуры, алгоритмические сигнатуры. Кто не смотрел этот урок, посмотрите. Вот, потому что цена двигается каждый раз по одному и тому же сценарию. Вот, был displacement, затем формирование имбаланса, тест, и последняя идеальная точка входа это EOFET. EOFET. Institutional Order Flow Entry Drill. То есть это самый идеальный момент, где вы можете поймать движение, и если вы войдете здесь, то цена никогда не выбьет ваш стоп. И вот как раз мы видим, Сергей выполняет именно такой же вход, где стоп вообще не выбивается, а РР получается диким. Вот сделаем вот так, чтобы было все реалистично, да. Вот отсюда мы можем выполнить вход. И куда мы здесь можем таргетироваться? Тег сюда. High. азиатской сессии. Но, смотрите, здесь цена развернулась, не доходя до этого high. Она не дошла до сюда. Так. Тут берем. Здесь, когда цена не доходит до этого high, не забрала, она сформировала, наоборот, equal highs. А equal highs это значит специально сделанный маневр алгоритмом, чтобы еще больше набрать здесь стопов, чтобы больше набрать стоп-ордеров трейдеров. И он целится уже не сюда, а вот на этот high. И теперь, если мы поставим здесь позицию лонговую, стоп сюда, тейк сюда. Стоп мы можем вот сюда вообще в 0.5 поставить, потому что мы увидели здесь реакцию. Вот, стоп сюда я поставлю. И в таком случае у нас РР получится 1 к 16. Окей, давайте теперь посмотрим, прогоняем цену. И моментально цена вот достигает нашего таргета, и вы получаете свои деньги. То есть в этом случае вот Сергей получил свои деньги, потому что так 24 336, да? 24 336. Его таргет вообще был еще выше. Он здесь закрылся, но его таргет, как вы видите, смотрите, тейк находится здесь, еще один тейк.
24 336. Так, окей. Давайте посмотрим, что было у нас. Тут, кстати, у меня тоже. Вот здесь закрылись мои take профиты, по-моему. Да. Мои сделки тоже были нацелены на этот. Сейчас покажу вам. Вот, 24 159 у меня таргет стоял. Take profit. 24 159. Да, вот как раз вот сюда я ставил свой уровень take профита. Вот сюда. Был нацелен на этот high. Вот. И когда цена достигла этого уровня в лондонской сессии, у меня сработали вот тейки. И это сделки были именно отсюда. Вот с этого 24 159. Это Архан, он на крипте, это тейки его скрипты, торгует криптой, биткоином. Это его сделки. Так, итак, в этот день больше никто не торговал, но мы можем здесь посмотреть, как можно было поработать в нью-йоркской сессии. Давайте сейчас прокрутим до Нью-Йорка, разберем момент, как можно было в Нью-Йорке отторговать. Блин, почему? Переключим на М15. Теперь быстрее пройдет. Так, 9:30. Где у нас 9:30? Вот здесь. Вот 9:30 открывается Нью-Йорк. Закроем ее и сделаем анализ. Как здесь можно было прочитать движение? Так. Мы видим то, что здесь уже с Азия и Лондон сделали расширение, то есть цена двигается в одном направлении. Байс у нас лонговый, и поэтому и здесь я бы что бы сделал? Я не торговал в нью-йоркской сессии, я бы здесь на открытии нью-йоркской сессии просто ждал бы формирования SMT дивергенции в sell-сайде по направлению в лонг. Как только будет SMT дивергенция сформирована, я бы уже потом искал бы входы. Я бы начал искать позиции в лонговом направлении. Так, давайте сейчас. Так, на М1 перейдем. Так, что получается? Значит, здесь открывается нью-йоркская сессия, сразу цена улетает в buy side. Тут зачищает вот эту ликвидность buy side. Эта ликвидность была зачищена. Так. Но на S&P 500 не зачистили, сформировали SMT дивергенцию, что и послужило сигналом для шортов. Цена затем упала. И тут, вот здесь, цена достигает high resistant liquidity, то есть это protected low. Почему? Потому что вот это движение зачистило здесь всю ликвидность. Вот эта ликвидность была зачищена вот этим движением. Если это движение было, вот берем начало этого движения и вот тянем. Отсюда мы должны ожидать
реакцию цены вот внутри этого диапазона. Плюс, смотрите, до открытия Нью-Йоркской сессии здесь сформировалась вот эта аккумуляция. Даже можем взять чуть уже, вот отсюда можем взять, и мы видим то, что цена здесь находилась в консолидации, вот в одном рейнже. Затем происходит double purge, двойная зачистка, и PO3, Power of 3 формируется через double purge. Сначала buy side, потом sell side зачистили, и цена начала двигаться в сторону buy side. Так, вот тут у нас есть инверсионный баланс, IFG. Итак, куда мы здесь дальше можем таргетироваться? Смотрим на левую сторону. Что здесь еще не забрали? Вот здесь сессионная ликвидность PM-сессии. Вот. Единственный таргет, можем сюда таргетироваться, потому что это часовой таймфрейм. И вот тут стоит еще один rejection блок. Вот он. Диапазон rejection блока. И внутри него вот этот swing high. Единственный такой, как сирота. И вот эту ликвидность, скорее всего, будет забирать алгоритм. Поэтому нам нужно таргетироваться. Если торговали бы в понедельник в Нью-Йоркской сессии, я бы таргетировался бы именно вот сюда. Вот сейчас на M1. Увидим вход, где можно было бы войти. Так, вот это инверсионный имбаланс. Цена закрывается над ним. Затем цена возвращается, тестирует ее. Но этого недостаточно пока. Так. Ну, здесь было бы тяжело поймать вход. Здесь почти не дали вход. Мы уже здесь достигли этой ликвидности, и цена развернулась. Тут дальше уже не имеет смысла заходить, потому что сессия Нью-Йорка сейчас уже завершится. И вот цена развернулась вообще. Да. В ланч-сессии здесь ловить нечего уже. Почему? Потому что и так было хорошее вот это движение, почти 500 пунктов. То есть это дневной лимит почти на движение в индексах. Цена уже совершила, как бы прошла эту дистанцию, и тут мы видим, что цена разворачивается. Здесь уже не имеет смысла торговать. И перейдем ко вторнику. Так. Почему на М1 опять 15? Все. Вот смотрите, я же говорил, что вот здесь protected low, protected swing. Видите, цену все равно не пустили ниже этого уровня, потому что это защищенный уровень. Итак, здесь закрылся понедельник. Все, можем посмотреть на дневной таймфрейм теперь. Так, на дневном таймфрейме что мы образовали? Что у нас есть? Мы протестировали как раз 0.25 уровень квадрантов. Отсюда цена получила реакцию и сделали смещение. Но пришли в диапазон вот этого rejection блока, и откуда и получили реакцию. Да?
Теперь на H4. На H4, на H4. На H4, смотрите, здесь формируется опять low resistant ликвидность. Здесь нету имбалансов. Кто проходил мой курс IBDA Lookback, для тех хочу сделать акцент. Вот тут формируется lag. Да? Вы сами поймете, что это за lag. Который бы здесь уже подсказывает то, что здесь накапливается ликвидность. И вот эту всю ликвидность цена должна снять теперь. Так, на M1. На M1. Что у нас здесь формировано? То есть на H1 это H1. Угу. Окей. Ничего пока. Итак, формируется у нас. Кстати, вот понедельник, этот понедельник, если разберем чисто по квартальной теории, вот этот понедельник сейчас, я перейду на М15, сделаем разделение дней, вот так, сделаем вот так, вот. Смотрите, понедельник как формировался, можно было даже так прочесть, да? Если смотреть по квартальной теории, то азиатская сессия была у нас расширением, значит это был X. Если это был X, день наш формировался по модели XAMD. Значит, лондонская сессия у нас была аккумуляцией. И если это аккумуляция, вот buy side Лондона, sell side Лондона, значит buy side аккумуляции это sell side аккумуляции. Как только цена пробила одну сторону, это было манипуляционным движением. Это была манипуляцией. Так. Вот. Все. Читать по квартальной теории вообще легко. И работать по квартальной теории тоже очень легко, если вы знаете. И вот тут, пожалуйста, можно было бы войти в шорт с таргетом на sell side аккумуляции. И вот цена как раз пришла сюда. Здесь, ладно, может быть, здесь она не дошла. Нет, вот мы сняли как раз. Вот этот маленький пересвип, это и есть снятие sell side. Видите, это говорит о том, что мы правильно прочли движение цены. Это было дистрибуцией. Вот это движение было дистрибуцией. Если кто знает IBDA-циклы, мои студенты, они все знают, что такое IBDA-циклы, и по этим IBDA-циклам мы знаем, что дистрибуция связана с чем? Она связана с ликвидностью. И как мы видим, вот ликвидность азиатской сессии здесь была, вот sell side. И как только цена забирает эту ликвидность, она разворачивается и уходит обратно. Это говорит о том, что вот это была дистрибуцией. Таким образом можно связывать, видите, внутри анализа квартальную теорию, IBDA-циклы, даже PO3 либо MMXM, и это все в совокупности будет вам давать очень сильный сигнал, где процент ошибки будет минимальным. Итак, здесь Азия тоже здесь формируется через X, можно сказать, потому что расширение происходит. Да. Азию я не торговал. Посмотрим, кто-нибудь торговал из студентов. Давайте так. Теперь вот тут 7 число, вот оно. Архан торговала биток. Вот Евгения здесь поймала лонги. Так, сейчас увидим ее сделку. Так, вот ее сделка, значит. Значит, она поймала вот это движение.
Вот это все движение она поймала, и она здесь увидела LMXM модель. Видите? Когда есть у тебя хорошая, качественная база обучения, шансов поймать движение у тебя в разы увеличиваются. То есть ты начинаешь читать рынок с точки зрения разных концепций, с разных моделей. И шанс поймать движение, эти шансы, они возрастают. Если ты знаешь одну концепцию, ты торгуешь только по ней, и, может быть, ты ловишь одну сделку в течение дня, какой-нибудь короткой. А если у тебя этот арсенал широкий, ты уже ловишь больше движений, и анализ у тебя получается более качественным, потому что ты не делаешь с точки зрения одной концепции, а ты делаешь анализ через призму нескольких концепций. И процент ошибок там уже минимализируется. Так, посмотрим, как она здесь все это прочитала, как она это поняла. Итак, на 3-минутном таймфрейме она увидела здесь LMXM модель. Здесь цена вот пришла на часовой диапазон часового имбаланса. Вот. Здесь она увидела SMR. После SMR вот тут было смещение, и тут она выполнила вход. Вот тут. И таргетом у нее был вот этот high, который был сформирован у Нью-Йоркской сессии. Она не нацеливалась на этот swing high, потому что знает, что это protected, защищенный блок. Поэтому она таргетируется вот сюда, на сам rejection блок, и вот цена идеально отрабатывает. Ну, тут еще есть, конечно же, свои секреты в анализе. Все это мы не будем говорить. Факт то, что, вот, допустим, вот здесь она выполняет вход, вот отсюда, и таргетируется вот сюда. Почему? Потому что цена вот здесь, сейчас на часовой таймфрейм перейдем. Вот часовой таймфрейм. Цена вот пришла опять в диапазон часового имбаланса, вот сюда. И отсюда получает реакцию на М5. Длинная позиция. Вот тут мы пошли, и таргет вот сюда выставлен. Стоп за этот свинг-лоу. Уже имеем 1 к 7 РР. Ну-ка посмотрим, как там она, наша сделка. Вот смотрите, сколько времени здесь потребовалось. Да? Давайте измерим. Мы здесь вошли и тут вышли. Вот. Итак, здесь сколько? За 3 часа. 3 часа отработка. Если бы вообще зашли бы вот тут, то за 2 часа отработал ваш этот тейк. Довольно-таки быстро, я считаю. То есть больше времени цена находилась здесь в консолидации. Вот тут час 40 минут цена находилась. И вот на само расширение ушло вообще минимум времени. Вот 1,5 часа, и цена достигла этого уровня. Видите? Когда есть система, все проще. Когда есть база знаний, все просто. И вы замечаете, зрители, кто наблюдает, они ловят в основном вот такие движения, когда цена не стоит в консолидации, потом как-то двигается. То есть они делают вход перед вот этим импульсным движением. Это о чем говорит? То есть, видите, этот курс нацелен именно на торговлю в дистрибуциях, чтобы ловить самые смачные куски движения. А не сидеть вот здесь зашел, либо тут зашел и потом ждать целых 3 часа, либо вот тут в консолидации, когда цена будет
тебе пудрить голову и потом с валидолом, с водой сидеть, наблюдать. Так, это сделка Артема. А он здесь поймал сел в шортовом направлении. Вот тут его вход. Здесь. И здесь тейк. Нас не очень видно. Лучше бы отдельным скриншотом поставить это все, чтобы было видно. Здесь не очень разглядеть можно, к сожалению. И вот ее движение. Вот ее движение. Сделка вход и тейк. Отличный результат. Затем она поймала и это второе движение. Вот. Уже в нью-йоркской сессии. Вот тут Нью-Йорк. В сел отработала. Вот ее. Где она заходила, выходила. Это движение поймал, и я тоже поймал. Вот. Здесь был вход, и здесь первый тейк был, затем... Так. Да, первый вход и выход. Первый уровень тейк профита. Это же движение вот спрогнозировал и другой студент наш. Он еще заранее вот... Что дает этот курс? Он дает курс полностью правильно читать ценовое движение, которое должно произойти. Понимаете? Вот здесь он чертит, что цена должна сначала подняться сюда, на этот уровень, и отсюда упасть. Видите, вот заранее было это все начертано. И тут скриншот, здесь даже вот время есть. В какое время был сделан скриншот? Потому что это не подделка после обработки. Вот он рисует заранее, прогнозирует, как цена должна сдвинуться. И этот прогноз, он обоснован на основе определенной системы. Не из бухты-барахты, не наугад это делается. И вот цена вот приходит, куда он и прогнозировал, вот цена приходит, делает тест этого имбаланса, затем падает, вот оно. Видите, какой прогноз? Все, это уже не я делаю, это мой ученик делает. Но точно так же, как я делал прогноз недельного движения, он делает это уже внутри дня. Таким образом, также можно читать движение внутри дня, внутри недели, месяца и кварталов. Понимаете? Когда есть четкая структура, система, по которой ты проходишь обучение, учишься читать рынок, результат в конце получается вот таким. То есть ты уже заранее сам уже знаешь, как цена будет двигаться. И остается просто поймать вот это движение, самое длинное. Не здесь входить, не тут. И это же дает тебе возможность не заходить не в нужные моменты, а заходить в нужные моменты. Вот, это сделка Александра. Он один из моих первых студентов и один из тех, кто первый купил мой менторшип. И он пересмотрел весь мой урок 17 раз. У него рекорд, но понимание рынка у него, у одного из лучших, кто обучался у меня. Вот смотрите, как он делает анализ здесь. Вот. То есть здесь он уже чертит MMXM модель. Вот тут он вот также рисует, как цена будет двигаться заранее. Так, это биткоин. Здесь он входит на битке и таргетируется сюда. И вот его, эта сделка. Как он здесь делал анализ, как это все отработало потом. Вот.
как я и говорил, это так как алгоритм он везде работает на одном и том же движке, поэтому эта система позволяет читать ценовое движение даже в золоте, даже в биткоине, в крипте и на фьючерсах. Еще раз повторю это. Доказательство, вот он здесь уже работает вот на битке. Это биткоин, вот биток. И на битке он также делает анализы и вот ловит эти движения. Это Аслан. Он здесь поймал вот это движение. И вот доказательства от MetaTrader, где он зашел и где вышел. Еще раз теперь смотрите, это уже совершенно другой ученик, другой человек торгует, но также входит перед самым движением, вот, и ловит вот это движение. То есть не получается, он зашел здесь, выждал все вот это движение, потом цена пошла сюда. Нет, зашел, бам, цена упала. И все, ты вышел здесь. И цена вот дальше опять пошла в аккумуляцию. То есть мастерство это в чем? Мастерство в том, что в нужное время зайти и в нужное время выйти. Он поймал вот это движение, которое сейчас будет. Вот здесь. Вот. Он уже... Смотрите теперь. Одна и та же система торговли, но как уже работают студенты. Одна из них вот поймала это движение, лонговое, а другой поймал наоборот уже, шортовое движение. Тони, подскажи, пожалуйста, как быть с weekly профайлами, если эта неделя все дни лонговые, что встречается крайне редко? Нет, не редко. Если цена на старшей фазе находится в фазе дистрибуции, то внутри этого, то есть внутри квартального цикла, недели будут формироваться через цепь Classic Expansion Week. И в этом нет ничего необычного, то что подряд несколько недель могут формировать неделю расширения. Это вполне нормально. Потому что цена в это время находится в фазе дистрибуции, либо в фазе манипуляции от годового цикла. Вот, допустим, сейчас могу привести пример. Вот дневной. Могу привести пример вот здесь. Вот тут, вот это движение, когда было формировалось, это было манипуляцией годового цикла. И тут недели одна за другим здесь формировали только классик, вот неделю расширения. Одна за другой здесь были формированы. И поэтому здесь ничего удивительного нету, когда недели формируются одна за другой, один и тот же профайл. Нет никакой такой закономерности, по которой формируются недели. Все зависит от контекста. Все зависит, на какой фазе находится цена в старшем цикле. На месячном цикле, либо на квартальном цикле. Надо смотреть уже оттуда. Это моя работа уже в Нью-Йорке. Вот смотрите, здесь студенты здесь работала Евгения, она поймала вот это движение. Затем здесь работал Аслан, он поймал шортовое движение. А тут уже я тоже, это уже моя сделка, я поймал вот это движение, которое составило 326 пунктов. Таким образом, получается, мы полностью с нашей командой отторговали весь день. Смотрите,
Получается, вот тут была сделка Евгений, да, тут уже работал Аслан, вот его сделка, вот тут он зашел, здесь вышел, таргетировался вот на эти лои, да, а затем здесь поймал движение я. И вы теперь можете представить, да, что творится у нас в закрытом сообществе. То есть, когда делятся ребята заранее своими прогнозами, то можно ловить движение всего дня. То есть каждое движение. Раньше, когда я делал так, то есть и вот это движение, откатное нам не нужно, потому что здесь была консолидация. Я когда торговал Лондон и Нью-Йорк, скидывал все в Discord сообщество, вот сюда, люди удивлялись, каким образом у меня получается ловить и лонг, и шорт, и все, в общем, торговать и Лондон, и Нью-Йорк. И один из таких сообществ, это было сообщество Евгения Smart Money Club и НЗТ. Там люди просто офигевали, что как можно ловить такие движения, тем более на индексах. Индексы сами по себе являются агрессивными активами для торговли. И вот сейчас вот мои студенты то же самое делают. Видите? Это не магия какая-то, которая невозможна. Вполне все можно сделать, если знать правильный подход, куда целиться и что обучаться. Вот тут уже вот мой ученик из Индии, вот, несмотря что курс на русском языке, люди покупают курс и обучаются посредством искусственного интеллекта, делая переводы. Вот тут он входит, сюда ставит лимитки для тейк-профитов. Затем, вот их отработка. Опять, человек заранее знает, куда цена придет. Он не прогнозирует, он не гадает на кофейной гуще тут. Это все на основе системного анализа. Вот сюда ставит свои лимитки, где они должны закрыться стейком. И вот они здесь закрываются. Вот они. И оставляет напоследок самый минимальный объем и ставит на безубыток. Вот тут его был крайний тейк. Но цена развернулась от 3,5. Если его поставил бы на 3,5, здесь был бы еще один take profit. Вот, уже в обратную сторону ловит человек движение. И, кстати, этот анализ он заранее кидал к нам в приватной группе. Заранее он скидывал свой прогноз. Как он видит. Я не стал здесь показывать это его, все его прогнозы. И вот это был уже вторник. Вот. Получается, мы отторговали и вторник. И здесь вот это движение поймали и лонг, и шорт. Смотрите, здесь покажу. Почему я здесь зашел в шортовом направлении? Почему? Потому что дневной профиль уже был London Reversal, цена развернулась. Здесь сделалось смещение. Тут аккумуляция. Здесь уже мы смотрели через PO3. Сейчас я это все удалю. Так. Я покажу. Вот здесь была аккумуляция. Затем цена снова сделала манипуляцию. Вот. Сделала манипуляцию. И дистрибуция. Вот. Все, тебе остается, нужно просто зайти тут, выйти здесь. Потому что все заранее здесь уже вот, говорит само за себя. Заходи в шортовом направлении. Нужно просто было зайти и поймать это движение. Что мы и сделали? Зашли и поймали. Здесь цена пришла вот на 15-минутном таймфрейме. Пришла в диапазон 15-минутного имбаланса. Вот отсюда цена получила реакцию.
Вот отсюда получила реакцию. И здесь сразу я выполнил вход на младшем таймфрейме. Если на М1 посмотрим. Так. Вот. Как только я увидел вот это, я сразу зашел. То есть в курсе, в данном курсе дается все, да, как читать каждое движение, каждую свечу и что оно обозначает. Вот за каждым движением, за каждой свечой стоит своя логика. Если вы знаете эту логику, вы уже читаете рынок. А если вы читаете рынок, вы уже заранее можете знать, куда будет двигаться цена. Так, здесь уже дальше, по-моему, никто не торговал. Все отторговали тут. Да, здесь уже начинается новый день, 8 число. Окей, прокрутим до конца этот день. Что мы увидели? Вот тут, кстати, можно было поймать движение хорошее. Здесь было хорошее движение. Но мы обычно не торгуем ланч и Нью-Йорк ПМ. Обычно не торгуем. Нам достаточно вот этого движения до поймать. Итак, здесь закрывается у нас день. Вот тут у нас закрывается день. И давайте посмотрим, что у нас было сформировано. И как мы могли бы прочитать это все теперь. Так, это переведем на дневной тоже. Не понял. Что-то не так показывает, да, по-моему, индикатор? Мне кажется, или он это некорректно работает? Хорошо, сделаем иначе. Разделим дни таким вот образом. Итак, разделили мы дни. Все. Этого достаточно теперь нам. Итак, смотрите, что мы имеем в конце вторника. Вот вторник закрылся здесь. Что мы имеем? Надо делать анализ каждый день в конце дня. Здесь мы в NASDAQ забираем sell side понедельника. На S&P 500 делаем fail. Значит, у нас формируется SMT дивергенция. Вот она. SMT дивергенция сформировалась. Значит, есть сигнал. Остаться. Значит, есть сигнал. И теперь читаем по квартальной теории. Значит, мы забрали здесь sell side понедельника. Q1. Понедельник у нас Q1. И так, вот так сделаем. Вот. Если мы забрали Q1 и цена находилась относительно так внутри рейнджа, можем сказать. Вот это движение, если возьмем за аккумуляцию, мы собрали sell side Q1, а Q1 у нас был AMDX, то есть первый день, понедельник был днем аккумуляции, здесь была манипуляция, и вот здесь было манипуляционное движение, которое сняло sell side аккумуляции, и теперь должна быть дистрибуция. А наши таргеты, самые ближайшие таргеты, где находятся? Наши самые ближайшие таргеты, вот они, вот тут находятся у нас. Вот. Так, это, сейчас H4 еще раз посмотрим. А, не это, вот здесь еще. Вот. Затем вот тут, вот эти. Значит, я это обозначу чуть
вот таким вот. Ликвидность. Вот ликвидность. И затем вот эти. Теперь обращение к моим студентам. Вот тут можно уже делать анализ по weekly profiles, по недельным профилям. Мы знаем то, что в ЦЕП, да, когда у нас формируется этот профиль, вот этот профиль, два сценария у нас может быть. Первый сценарий, то есть манипуляция в понедельник и расширение. Второй сценарий, понедельник делает аккумуляцию, вторник делает манипуляцию, затем расширение. И вот тут как раз-таки второй вариант у нас формируется. Понедельник аккумуляция, вторник делает манипуляцию, забираем sell side понедельника и закрываемся внутри этого рейнджа. Все предпосылки есть к вот этому профилю недельному. Поэтому можно заходить уже в лонговом направлении. Что мы сделали здесь? Так. Вот это опять сделка Евгений. Она зашла здесь в buy. Да. Вот как она здесь сделала прогноз. Вот. Она ставила таргетом вот эти equal high. И все отработало идеально. Это уже вот наш студент из Индии. Он заходит в сделку. Вот тут выходит. А это моя сделка, где я входил. Первый тейк был здесь, а второй вот полностью все вот это движение, которое будет, сейчас вы увидите, это я поймал. То есть вы можете увидеть 24.64, 24.800, то есть 800 пунктов на одной сделке, 800, почти 800 пунктов. Это все движение мы поймали. А если я добавлю еще вот это движение, 23.950, то будет почти 900, да, пунктов. Может даже больше 900. То есть на одном движении можно ловить вот это все движение. И вот что у нас произошло здесь. Вот это все движение было поймано. То есть мы забрали это все. Вот это доказательство. Вот. И вот это работа студентов. Помимо меня, здесь вот наш юный, самый молодой из моих студентов, это Сакен. Он еще учится в школе. Но несмотря на это, он уговорил своего отца купить мой менторшип. Отец доверился ему, и вот его результаты. Смотрите, парню 16 лет, либо 17, может, уже исполнилось. Вот он тоже поймал это движение. Вот его анализ, как он заходит здесь, и он ставит сюда take, и поймал. Самый молодой из моих студентов. А вот сделка нашего друга из Индии. Вот. Он тоже поймал почти все это движение, видите? Так, это можем убрать. И как вот мы делали прогноз по квартальной теории, значит, это было здесь AMDX. Вот. Аккумуляция, манипуляция. И вот как раз в фазе дистрибуции цена сделала дистрибуцию, смещение. Вот оно, расширение произошло. Именно внутри вот этого Q3.
Теперь здесь вот тут уже было понятно до Нью-Йорка, что это за профиль. Я думаю, мои студенты, они сразу поняли, что за что за дневной профиль здесь формируется. Здесь и так ясно, что тут фармилась ликвидность, low resistance ликвидность. Учитывая, что было вот это сильное смещение, цене необходимо теперь сформировать ликвидность. Обычно после вот таких движений, импульсных движений, цена идет в консолидацию, она формирует ликвидность. И вот мы здесь видим, что цена вот формирует ликвидность, чтобы заправить свои баки, потому что уже баки опустели за счет вот этого импульсного движения. И тут вот до Нью-Йорка здесь осталось 15 минут. Можно заранее прочитать, что дневной профиль будет Нью-Йорк Reversal. Потому что вот эта вся ликвидность, low resistance ликвидность здесь сформирована. Так, сейчас здесь, если сделаем так. Вот тут у нас было сформировано SMT дивергенция с Dow Jones. Вот, на открытии нью-йоркской сессии Dow Jones обновил high, а NASDAQ не сделал, не смог, сделал fail, но было манипуляционное движение было. Если на M1 посмотрим, мы увидим здесь PO3. Вот здесь цена фармила ликвидность. Вот здесь была консолидация. Да. С открытием Нью-Йорка цена зачищает всю ликвидность с buy-сайда, потом обратно возвращается, закрывается внутри. Тут. Затем вход идеальный здесь был где? Вот тут был. Здесь мы формируем имбаланс, да. И вот эти серия медвежьих свечей, это является у нас дисплейсментом. Вот. Это дисплейсмент. Внутри этого смещения формируется имбаланс, как я говорил в предыдущих уроках. Самый идеальный вход получается у нас всегда от теста FVG, который формируется внутри смещения. И вот мы видим здесь, даже сам алгоритм дает вам подсказку, что... Какую подсказку? Опять алгоритмические сигнатуры. Вот. Цена здесь не может закрыться выше 0,5 уровня этого имбаланса. Вот, выше 0,5 не закрывается. Это хороший сигнал. Тут можно было уже входить в шортовом направлении. Как и сделал у нас Денис. Вот он. Так. Он поймал вот здесь движение шортовое и тут вот вышел. Здесь вошел в sell и тут вышел. Это получается, он входил вот так, здесь и здесь. Вот тут он входил и вышел. Архан опять здесь никак не оставит в покое биток и эфир. Вот его сделка на биткоине и на эфире. Так, это уже следующий день. Значит, тут торговал только вот Денис, получается, больше никто. Может быть, кто-то торговал, но не скидывали свои сделки. Сейчас, минуточку.
вот тут можно было поймать хорошее движение. Я не торговал в этот день. Когда я поймал свой кусок вот этого всего длинного движения, мне этого все уже было достаточно. Я в такие дни уже потом занимаюсь своими личными делами, не торгую. Но вот это прям явно было видно. Я когда вечером уже зашел, увидел это, локти кусал, что не зашел. Ну что ты так, М15, переключись уже. Вот, переключились. Опа. И как мы видим, видите, вот на одном движении можно было бы зачистить всю вот эту ликвидность и поймать это движение. Жалко, никто, ну большинство не торговали в этот момент. И цена здесь ниже не отпустилась бы вот тут, потому что вот на М30, если перейдем, здесь вот этот уровень уже сбалансирован. Вот этот уровень уже сбалансирован. Поэтому вам ключевой инсайт, когда есть BPR, вот этот BPR, да, цена делает тест лишь имбаланс, если есть имбаланс над ним, отталкивается от этого имбаланса, он вниз не спускается. Цена. А тут вот эта область. И вот над ним это имбаланс. И отсюда цена разворачивается. Тут большинство, скорее всего, ожидали, что цена будет делать откатное движение вниз. Большинство, скорее всего, тут еще, наверное, заходили в шортовом направлении, думая, что цена должна сделать ребаланс вот этого всего. Допустим, вот так. Вот премиум дискаунт. И большинство, скорее всего, думали, что цена упадет ниже в дискаунт, затем потом уже поднимется. А цена, вот видите, развернулась и ушла отсюда. Те, кто проходил у меня курс обучения на IBDA Lookback, новый курс, да, они знают вот здесь, да, как можно читать такие движения. Тоже есть свой метод чтения, определять это движение. Смотрите, ребята, вот он, видите, ровно от 0.25 EOFET. Там коснулась и ушла. Вот. Если кто-то хочет также читать рынок, то вы можете приобрести курс, последний мой курс, это называется курс IBDA Lookback, читать ценовое движение от годового до внутридневного, до часовых движений. То есть там уже все есть, там, начиная со старшего таймфрейма, потом спускаемся на младший, все уровни читаемый, и там я учу, как надо читать это все. Раз Павел проходит это обучение, мне очень интересно его отзыв потом, когда он пройдет этот весь курс, потому что Павел уже купил у меня курс, основной курс, потом прошел курс по торговле на новостях, и вот сейчас он обучается на IBDA Lookback. Мне интересно его мнение. Так что я жду с нетерпением, когда ты пройдешь весь курс и напишешь свой фидбэк, отзыв. Ладно, двигаемся дальше. Это был у нас, это было средой. Вот так, среда. Вот это движение. Переходим тогда к четвергу. 9 число. Смотрим, как у нас этот день закончился. Сразу на D1 смотрим, что у нас было сформировано. Итак, на дневном таймфрейме видим, что вот было смещение, одна большая зеленая свеча,
которая направлена на лонги. Так, на H4. На H4 мы здесь вот протестировали. Привет, Федор, привет, привет. 4-часовой имбаланс. И сформировали SMT-дивергенцию с Dow Jones. Вот. Есть у нас SMT. И как раз уровень 0.25 EOF тоже был протестирован. И все сигнализирует на продолжение лонгов. Теперь здесь вот тут это опять это Аслан, его вход, и он поймал вот это все движение. Вот его сделки. Здесь зашел, здесь вот. Так, спустимся на младший таймфрейм. Так, вот Лондон. Лондон сформировался, теперь в Нью-Йорке. Стоп. Ну что ты, блин, улетел сразу. Так. Здесь уже с Dow Jones было сформировано SMT вот тут. Было SMT. У нас еще вот здесь было SMT за один день, которое было внутри имбаланса. И здесь в среду, то есть в четверг, нам нужно было просто увидеть в нью-йоркской сессии SMT, которая будет сигнализировать дальше продолжение лонгов. Потому что здесь уже все, что до этого момента сигнализирует на лонги. Тест EOFED, тест 4-часового имбаланса, формирование SMT. Здесь нам нужно было здесь только в Нью-Йорке увидеть формирование SMT дивергенции. И вот тут даже с S&P 500 тоже можно увидеть, вот, SMT было сформировано. И как раз это на нью-йоркской сессии. Если спустимся чуть ниже, на таймфрейм ниже, вот тут было отличное PO3. Здесь, вот до Нью-Йорка, сейчас покажу вам. Вот тут сформировалась аккумуляция. Затем опять произошла вот эта манипуляция. Вот она. Это была манипуляцией. И дистрибуция. Так, здесь. Вот. Как раз 2-2,5 диапазона от STDV отклонения цена дошла и отсюда развернулась. Сформировали SMT дивергенцию. Как можно было здесь поймать вход теперь? Самый лучший способ это всегда в большинстве случаев работать от инверсионных имбалансов. Вот, отмечаете диапазон инверсионного имбаланса и ждете реакции на этот диапазон. Вот. Вот первый диапазон инверсионного имбаланса. Цена пробивает это, закрывается выше телом. Но здесь не формирует здесь цена имбаланс. Поэтому здесь сложно. Только надо отталкиваться от инверсионных имбалансов. Вот цена закрывается здесь выше, потом еще выше поднимается.
И тут, как только цена закрылась выше этого инверсионного имбаланса, можно делать вход от этого брейкер-блока. От теста брейкер-блока. Вот, брейкер-блок. Я беру тело этого брейкер-блока. И цена, вот видите, обратно возвращается. Тестирует. Можно взять и тени. Можно тянуть от тени. И от теста можно просто ставить лимитку. Вот сейчас покажу вам, как это делается. Вот, допустим, вот такая онлайн торговля идет. Вы здесь отметили инверсионный имбаланс. Вот цена закрылась выше нее. И тут вы должны смотреть, куда дальше цена пойдет. Вверх либо вниз. И как она закроется. Вот следующая цена закрывается в бычьем направлении. Снова. Значит, вы сразу отмечаете вот здесь брейкер-блок, и от него ставите лимитку. Вот. Лимитный ордер на покупку. Как только ваша лимитка отработает, сразу выставляете стопы и дальше работаете. Вот нашу лимитку она отработала. Ставим стоп. Можем сюда, за свинглоу, сюда. И take profit. Можем ставить take profit. Куда take profit ставить здесь? Первый take на buy side Нью-Йоркской сессии. Нью-Йорка. И второй будет уже вот сюда. На buy side среды. Почему на buy side среды? Потому что цена находится в фазе дистрибуции уже. Это была временная пауза после вот этого импульсного движения. Когда цена делает такое импульсное движение, ей необходима передышка, чтобы сформировать ликвидность. И вот здесь вот формируется ликвидность. Вот она. Формируется ликвидность. И затем начинается охота за этой ликвидностью. Сюда первый тейк. Перейду на 5. Чтобы быстрее двигалась цена. И вот отработал наш тейк здесь. Это Аслана сделка. Он как раз здесь целился на здесь вот эти на равные хаи. А тут вот следующий наш ученик. Вот он уже заранее здесь прогнозировал вот движение, какое движение должно быть. Сначала вверх, потом вниз, сюда, вот тут протестируем этот диапазон и расширение ушло. Видите? Это уже не я, а студент делает анализ. И вот здесь отработка. Вот. Он сначала нарисовал, и здесь отработка, видите? Прям точь-в-точь, как он сам нарисовал цену, как он ожидал, так и пошла цена, двигалась. Да. Так. И вот цена как раз достигла, и наш второго таргета здесь тоже бы достигла бы. Я здесь в четверг не торговал в четверг. Я в пятницу торговал. И тут цена вот как раз таки сделала свою миссию, она дошла до этого таргета. Здесь уже, так как было уже движение вот это сильное, можем измерить всю длину этого дня. Сколько цена сделала? 3000.
3100. Для дня для консолидации это нормально. Привет, 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 Лариса. Окей, здесь завершается день. Сделаем анализ дня. Перейдем на D1. Так, на D1 мы сформировали здесь теперь дневной баланс. Но так еще не достигли наших своих таргетов. Вот, таргеты здесь, главный таргет. Итак, пятница, день выхода CPI. CPI, он является одним из сильных новостей, один из 3 самых волатильных новостей. И что было вот здесь? Вот тут, сейчас включим. Вот тут был выход CPI отчета. Смотрите. Тут у нас остается ликвидность buy-сайда, и на выходе CPI цена, не доходя до нее, разворачивается. Вот тут это движение тоже можно было прочитать. Кто проходил курс мой по торговле на новостях, они знают прекрасно, как надо было здесь ориентироваться, как надо было читать рынок. Вот моя сделка. Вот я зашел здесь первый раз, потом цена сделала пересвип, здесь добавился еще раз. Вот. И вот отчет. Тут, потом тут добавлялся. Так. Сейчас. Это М15. Вот как только цена забрала ликвидность, вот ее, вот тут можно было уже входить в sell, потому что сформировали здесь SMT-дивергенцию. Так. Где этот был? Так, H4. А вот здесь мы даже не дошли тут на S&P 500. Даже не дошли до этих таргетов. Значит, первым мы дошли до этого таргета на NASDAQ, на S&P 500 цена еще осталась. Вот здесь. Таким образом, мы сформировали SMT-дивергенцию, забрали ликвидность, и цена закрылась внутри рейнджа. Это сигнал. Плюс теперь мы смотрим сюда. Здесь сформирована low resistance ликвидность. Таргетировался я на sell side. На sell side. Но так, это М15 вот тут сделаем. Сейчас вам дам еще одну подсказку. Если вы работаете, допустим, в шартовом направлении, да, вы должны выбирать в шарты тот актив, который оказался сильнее. Вот тут мы видим то, что S&P 500 он был сильным, и он не обновил этот high. High, это News Event ликвидность называется. Вот этот high, который был сформирован на фоне новостей, он называется News Event ликвидность. Вот она. News Event ликвидность. Здесь S&P 500 делает fail, он не обновляет, не забирает этот high, а NASDAQ забирает. И поэтому сильным активом здесь является S&P 500. Поэтому на
в шартовом направлении лучше работать на S&P 500 здесь, на этом активе. На лонги работать на этом активе, на NASDAQ. Почему? Потому что ответ вы сейчас увидите. Вот нацелены мы здесь. Допустим, мы тут тоже откроем шартовую позицию и поставим сюда таргет. И будем двигать оба 15-минутные. И смотрите, S&P 500 достиг нашего таргета, а NASDAQ нет. Сформировали SMT-дивергенцию. Вот тут. Вот. И цена развернулась. Все. И вот так мы закончили. Поэтому выбор актива тоже важен. Если вы хотите, чтобы ваши таргеты всегда отрабатывали, take profit всегда отрабатывал, надо уметь правильно выбирать актив. В каком направлении, если вы торгуете, в шорты, лонги. Вот таким вот образом у нас была проторговлена была эта неделя. Вы увидели работу студентов, мою. И самое главное то, что мы достигли именно тех таргетов, которые были отмечены еще на прошлой неделе. Вот. Теперь, что касается следующей недели. Давайте посмотрим, какие у нас новости. Посмотрим, какие новости у нас есть. Так. Итак. Блин, у нас следующая неделя вообще новостей нету. Core PPI, это можно даже не считать новостью особой. Следующая неделя будет никаких новостей нету, сильных новостей. Цена будет двигаться так, как она двигалась. Теперь, если теперь делать анализ по квартальной теории, да, что мы имеем? У нас будем делать анализ месячного цикла по квартальной теории. Так, это все не нужно нам. Оставим вот. Вот у нас здесь месячный цикл. Вот он. Здесь начало, здесь конец месячного цикла. И первая неделя месяца, она вот закрылась. И если мы посмотрим, мы увидим то, что здесь в Q1 да, вот так получается Q1. Здесь Q2, Q3 и Q4. Q1 у нас формировался через расширение. Если через расширение, значит модель формируется через X. И получается AMDX. И следующая неделя у нас будет Q2. Это будет аккумуляцией. Значит, здесь мы ожидаем внутри этой недели аккумуляционную неделю. Особо сильных движений не будет. И это же подтверждает наши новости. То, что нет никаких новостей, и, скорее всего, цена будет уже формировать просто аккумуляцию и находиться в консолидации. Вот потом уже следующая неделя после вот этой, это будет манипуляционной неделей и затем дистрибуция. Вот таким вот образом мы можем сразу увидеть, посмотреть, каким образом можно будет смотреть наш месячный цикл и как цена будет двигаться. На следующей неделе у нас так. Сейчас посмотрим месячный. Так, на месячном у нас есть вот этот rejection блок.
месячный. Да, и вот внутри него находится вот этот стинг. Это может быть тоже ликвидностью. Но если смотреть по order flow, мы имеем вот этот месячный ордер блок. Вот. И можно ожидать реакцию цены вот таким вот образом. Отсюда получим реакцию и продолжим падение. Но это падение начнется, скорее всего, не скоро. То есть следующая неделя, если будет в аккумуляции. Так. Получается, у нас есть два варианта XAMD, AMDX. В таком случае можно предположить, что недельная манипуляция будет происходить наибольшей вероятностью во вторник. Спорь с кем хочешь, здесь не место для споров, бро. Если ты хочешь читать рынок, добро пожаловать. А если ты хочешь просто спорить о том, что такое ликвидность, что такое неликвидность, и у меня нет времени на это, брат. Посмотри мои просто weekly рекапы, мои прогнозы и как они отрабатывают, потом ты поймешь, какой у меня уровень понимания и какой у тебя уровень понимания. Я уверен, тебе еще далеко до меня, бро. Не хочу тебя обидеть, но просто говорю факты. Да, если неделя формируется через AMDX, то манипуляцию можно ожидать во вторник. Если через XAMD, то манипуляцию можно ожидать в среду. Ты правильно отметил. Ну, бро, не соглашайся, мне честно по барабану. Мнение других меня вообще не волнует. Можешь хоть что там отмечать. Может отмечать это для себя ликвидностью, хоть Новым годом, хоть Санта-Клаусом. Это для меня никаким образом не влияет. У меня свой метод чтения рынка, и этот метод меня не подводит, и он мне дает работать правильно и точно. Это мне довольно хватает этого. Вообще удивляют такие люди, понимаете, трейдинг это не место для спора, ребята. Если у вас, да, такая уже есть методика, которую вы выработали, и она дает вам дает плоды, вы по ней работаете, ради бога работаете, но смысл здесь приходить с кем-то тут спорить, это то, это все, это от этого никакого толка нету, бро. Вот сейчас просто ты попросту впустую тратишь свое время, пытаешься показать себя умным, но это никому не нужно, брат. Никому не интересно это. Поверь, я таких, как ты, пачками каждый день вижу, пачками, серьезно. Вот тут, вот каждый дискорд сообщества, там таких, как ты, десятками. И если я буду спорить с каждым из них и отспаривать, нет, это ликвидность, нет, вот это ликвидность, ты, бля, нахрен это мне надо? У меня есть своя статистика, у меня есть свой вот свой менторшип, свои ученики, которые учатся, которые вот показывают результаты. Самый лучший мой результат, то, что я понимаю рынок, это сделки моих учеников. Вот. Это сделки моих учеников. То, что они работают также по моей методике. Они тоже сидели когда-то, как ты, смотрели, и, может быть, сомневались, что это реально можно сделать. А сейчас вот прошли обучение и торгуют, как я.
Вот самое главное. А нахрен мне тут с тобой спорить, говорить то, что, бля, это ликвидность, это ликвидность. Мне вообще по барабану, серьезно. Пусть это будет для меня Новым годом. Я назову вот это просто, вот этот уровень Новый год. И все. Понимаешь? New Year. От этого ни хера не изменится. В общем, таких как ты пачками. Дальше. Так, на дневном таймфрейме мы, смотрите, здесь сформировали имбаланс дневной. И я думаю, то, что мы сначала должны сделать тест этого имбаланса. Тест этого имбаланса. И продолжим движение в лонгом направлении. Либо цена просто на следующей неделе будет торговаться в диапазоне вот этой недели. Текущей вот этой недели. То есть, если мы отметим high и low недели, сейчас, так, вот. То следующей неделе где-то будет вот внутри этого диапазона торговаться, формировать ликвидность. Затем ключевой неделей будет следующая неделя. Нужно будет посмотреть, в какую сторону будет манипуляция и дальше торговать. Вот. Вот как-то так. Если есть вопросы, можете задавать, спрашивать. Я не против твоей статистики, но информацию доносить, если ты занимаешься, нужно правильно, а не чепуху нести какую-то по поводу ликвидности. Бро, не учи ученого, ладно? Иди, заведи свой канал и торгуй. Нахрен ты тут нужен? Ты мне вообще нахуй не нужен тут, серьезно, грубо говоря. Таких, как ты, блядь, уж заебали, бля. Серьезно. Приходите, бля, учите, бля, умничайте. Покажи статистику такую, как у меня. Покажи статистику. Покажи винрейт свой. Бля, приходишь, бля, тут толкуешь какую-то хуйню, дичь для меня, блин. Выводишь меня из себя. Умник, блядь, сука, про ликвидность тут начал толковать. Про самые очевидные. Расскажи мне про что-то другое, про что-то новое, про что-то сложное. Расскажи мне, как надо определять MXM модели, как надо рассчитывать ценовое движение в MXM моделях. Сможешь сказать? Как высчитывается длина движения в MXM моделях? Знаешь ты это? Не знаешь. Знаешь, что такое Double Purge теория? Что является признаками Double Purge? Не знаешь. Иди отдыхай, брат. Ты ни хрена, ты мало что знаешь в этой фигне и начинаешь здесь толковать какую-то херню. Хочешь обучаться? Смотри, обучайся. Пожалуйста. Но не надо вести себя таким, как будто ты, бля, умник, знаешь что-то такое и учись меня здесь. Ты не дорос до такого уровня еще. Вас жалко, пацаны, блядь, сука. Ты себя пожалей, долбоёб, блядь. Жалко нас. Ты себя пожалей. Тебе жалко вот этих людей, которые каждый день делают профиты? Поверь, им на тебя насрать. Абсолютно. Вот эти люди, которые вот это все делают, им на тебя насрать. Неудачник ты, блин. Ты лузер. Который ни хера не знает и пытается, блядь, что-то толкнуть. Вот эти люди, которые делают вот каждый день сделки эти, они понимают, кто я такой, они знают, кто я такой. А ты, блин, пришел сюда, откуда вылупился цыпленок. Отдыхай, иди, блин. Даже чат сам, видишь, чат сам тебя сразу, блин, гнобит. Потому что нормальные люди сразу реагируют нормально, знаешь,
коллективно на таких говноедов, как ты. Просто мне вас жалко, пацаны, бля. Уёбок, блядь, сука. На, блядь, сука, нашелся, блин. Тут. Мать Тереза, бля. Мне жалко вас, ребята, блядь. Ты себя пожалей, неудачник. Если есть вопросы, ребята, задавайте. Непонятные моменты спрашивайте. Просто я уже выработал свою стратегию, понимаете, когда вот такие умники приходят, их надо сразу гасить грубо. Я прошу прощения за свой мат, французский язык, но иначе такие люди не понимают, понимаете? Когда начинаешь с ними нормально общаться, говорить, да, брат, я тоже, твоя точка зрения тоже правильная, они начинают, блин, сразу включают воздухана, блин, и думают, все, я прав, блин, я говорю, значит, что-то толковое, значит, я что-то понимаю, и начинают дальше нести херню. Когда ты просто, исходя из своей любезности, просто учитываешь их мнение, хотя их мнение тебе просто по барабану, по факту. Да, да, правильно, сабр, 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 терпение, терпение. Брат, меня злость не рази, да, иди ты нахуй, блядь, сука. Я тебя просто сейчас блокну и все, успокоишься ты навеки. Все. Просто наблюдай за нами, неудачник, и все.
Раз, раз, раз. Есть теперь звук? А теперь есть? Слышно? А. Я говорил о том, что я прошу прощения у тех, кто в первый раз, может, смотрит мой стрим. Я думаю, вы меня правильно поймете, потому что каждый человек, который пришел в трейдинг, я уверен, будет сталкиваться, либо уже сталкивался с такими людьми, которые не понимают, что такое трейдинг, и начинают просто лить говно, не осознавая. Трейдинг – это не место для споров, это не место для конкуренции. Трейдинг – это место, где ты конкурируешь только сам с собой и только работаешь сам с собой. Все. Здесь ты никому ничего должен не доказывать. Единственный, кому что-то ты должен доказать, это самому себе. Если ты сильная личность, если ты сильный характер, то ты должен поставить цель и добиться этой цели. Либо ты сливаешься, либо есть еще один вариант, вот приходишь в какие-то стримы, начинаешь лить говно, начинаешь ставить под сомнение работу трейдеров, работу тех, у кого уже получается, либо кто уже понимает, вместо того, чтобы просто обучаться, вместо того, чтобы просто воспользоваться такими людьми, которые понимают, что такое трейдинг, в качестве рычага, либо в качестве трамплина, чтобы пройти этап непонимания. Эти люди просто начинают лить говно и заниматься фигней. Поэтому моя реакция на таких всегда одинаковая. Всегда я сразу включаю агрессию, чтобы сразу там на месте поставить их на свое место. Иначе они не понимают. А второе, то, что если кто-то хочет пройти качественное обучение, понять логику движения, я вот предлагаю свои курсы и показываю результаты работы своих студентов. Я считаю то, что это самое главное, что отображает, как вам сказать, силу ментора. Если человек хороший ментор, то его студенты должны также зарабатывать, также читать рынок, также делать трейды, как он сам. И вы видите, как мои студенты здесь выполняют трейды, так же, как и я. Было время, когда я сам состоял в обществе, в одном из сообществ трейдерских, и там я просил у менторов показать результаты работ учеников. Когда они предлагали купить их менторшип, я думаю, вполне нормальная реакция каждого человека. Если ты хочешь что-то купить, ты должен увидеть это, почувствовать, понять, что это такое. Также я тогда потребовал показать работу студентов, которые уже прошли их менторшип, которые уже, как они говорят, торгуют успешно. Я просил, чтобы вот они показали, как они торгуют, и потом они начали сомневаться в моем умении чтения рынка. Тогда я бросил вызов, сказал, давайте позови своих лучших студентов, и мы будем работать в онлайн-рынке. Будем делать одни, то есть трейды, посмотрим из 10, сколько получится винов, сколько получится стопов. И тогда они меня просто заблокировали. И сейчас вот я сам уже открыл свою школу обучения, и вот показываю результаты своих учеников. Потому что это я считаю, вот так должно быть нормально. Что если кто-то хочет понять, насколько эта школа сильная, либо насколько качественные знания даются, это все можно увидеть на результате тех, которые прошли это обучение. На результате тех людей, которые уже торгуют после этого обучения. И вот я вам показываю специально каждую неделю их торговлю, умение их читать рынок и умение их анализировать рынок. И вы сами видите, здесь это не поделки, ничего. Вы можете сами связаться с ними, пообщаться с ними, как они прогнозируют, как они заранее все это видят,
также может сделать и каждый. Потому что я тоже был когда-то на вашем месте, тоже смотрел на сделки других людей и удивлялся, как можно ловить такие движения, как можно каждый день торговать, как можно вообще перестать ловить стопы постоянно. Тоже был на этом месте. Но благодаря своему упорству, труду и благодаря Аллаху в первую очередь, вот добился более-менее понимания в этом деле. И начал обучать других людей. Поэтому, если кто-то хочет, добро пожаловать. Пишите в Telegram, подписывайтесь в Telegram-канал, в YouTube, смотрите видеоуроки, обучайтесь. Всего доброго, ребята, до свидания, хороших выходных вам.